Всем привет! Меня зовут Лера, и сегодня я расскажу, как передавать новые заявки из платформы LP в Telegram. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать заявки из платформы LP в другие системы. Например, в Telegram вы сможете получать уведомления о новых заявках и никогда их не пропустите. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных платформа LP. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт платформы LP к системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь скопируйте ссылку в поле URL для приема данных. Далее необходимо открыть файл Google Docs, ссылку на который вы найдете в описании к этому видео. Далее переходим в личный кабинет платформы LP в раздел «Настройки страницы». Перейдите в раздел «Метрика и скрипты» и кликните «Добавить плагин». Выберите пункт «Произвольный код». Укажите название произвольного кода и вставьте подготовленный ранее код в поле «Произвольный код head». Теперь скопированный URL вставляем в JavaScript код из файла Google Docs. Обратите внимание, при необходимости вы можете изменить текст окна благодарности за заявку. Для этого отредактируйте его в JavaScript коде. Нажмите «Сохранить». Далее перейдите в раздел редактирования настроек формы. В поле «Действия после отправки» выберите «Выполнение JavaScript кода». В поле «Код для выполнения» вставьте код, который вы сможете найти в описании к этому видео. Далее необходимо опубликовать изменения на странице и заполнить тестовое обращение через форму. Обратите внимание, после настройки в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, так как на новый URL еще ничего не пришло. Поэтому обязательно сделайте обращение через форму на сайте. Возвращаемся в систему Apex Drive. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом нет необходимости, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных платформы LP успешно завершена. Теперь необходимо перейти в настройки приема данных.
В качестве системы выбираем Telegram. Далее необходимо указать действие «Отправить сообщение». Теперь необходимо подключить ваш Telegram к системе Apex Drive. Скопируйте имя бота и перейдите в ваш Telegram для того, чтобы его найти и запустить. Далее необходимо скопировать строку для подключения Telegram-бота и отправить ее в виде сообщения. После того, как аккаунт успешно подключен, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет отправляться в Telegram при появлении новых данных в платформе LP. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в любом месте в поле сообщения и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые данные назначены в сообщении, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример сообщения, которое будет отправляться в Telegram. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Telegram». Переходим в Telegram, чтобы проверить результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных в Telegram успешно завершена. Далее необходимо включить автообновление. Выберите интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!